Микс-медиа или смешанная техника – это своеобразный коктейль материалов и техник. В этой технике используется множество материалов, которые не всегда доступны всем. И я хочу показать, как это сделать из самых простых материалов, которые есть дома. Заготовку ключницы или панно можно сделать из гофрокартона. Заготовку покрыла с жидким раствором шпаклевки. Используйте обычную строительную шпаклевку для создания фактурного фона. Старая бижутерия, пуговицы, брелки, камушки – подойдет абсолютно все. Планируем и фотографируем композицию. Для фона используем кусочки гофрокартона. Приклеила бисер. Фон готов, грунтуем акриловой краской. Затем приклеиваем элементы композиции. Предварительная фотография нам в помощь. И окрашиваем тем же цветом. Когда все высохнет, начинаем медитировать с красками. Акриловую краску размываю водой из распылителя. Методом сухая кисть добавляю слои краски от темного к более светлому. Для микс-медиа характерна многослойность, как в создании коллажей, так и в окраске. Эта ключница – моя первая работа в данной технике. Для меня это прежде всего очень увлекательный процесс, так как никогда не знаешь, что получится в конце. И мне кажется, что здесь важен в первую очередь сам процесс, а не результат. Стеклянные камешки оживят работу. Используем тесьму, кружево. Вот такой интересный элемент можно сделать из обрезков кружева и картонки. В качестве подложки кусочки картона. Шпагат. Чечевица или горох. Приклеиваем способом наложения. Корона из фоамирана тоже пошла в дело. Узелки на шпагате получается очень фактурно. Окрашиваем цветом фона. Вода просто творит чудеса. В бутылочке с распылителем акриловая краска, сильно разведенная водой. Каждый новый слой сушим для скорости феном. Добавляем еще цвета. Метод сухой кисти – это щетинистая жесткая кисть. Водой ее не промываем. Краски берем минимальное количество. Принцип простой. От темного к светлому выделяем фактуры. Ссылки на подробные мастер-классы, использованные в этом видео, вы найдете в описании. Элемент от сломанного браслета, который носить нельзя и выбросить невозможно. Такая же история с этими старыми часами. Из пластиковых упаковок фактурные решетки. Палочки от мороженого. Крышка от бутылки. Грунтуем. Поливаем водой.
послойное окрашивание. И в конце акриловый металлик кое-где. Плоские малахитовые бусины от сломанного браслета оживили эту ключницу. Трафареты также можно накладывать один на другой. Также можно использовать отливки из молдов. Полубусины можно заменить горохом. Термоклей не всегда подходит, в особенности для очень тонких элементов. Этот столярный клей быстро схватывается и не оставляет следов. В бутылочке колер, разведенный водой. Размываю водой из распылителя. Акриловые металлики в конце хорошо выделяют фактуру и добавляют работе сияние. А камешки можно сделать даже из термоклея. Подрезаю лишнее. Окрасить акриловым металликом или лаком для ногтей. Здесь нет никаких ограничений. Использовать можно все, что под рукой. Старая застежка-молния, фактурная ткань, старые занавески. Используйте то, что у вас есть. Старые монеты, пуговицы, крышки от бутылок. Подобную работу также можно сделать и с детьми. Подойдут кусочки лего, пазл, мелкие игрушки, старые ключи, канцелярские скрепки, пластиковые и металлические крышки от бутылок. Дайте ребенку приклеить на клей ПВА все, что он захочет, а затем окрасьте золотой или бронзовой краской из баллончика. Металлизированный воск придаст работе глубину и сияние, но вы уже знаете, что его можно заменить акриловым металликом. В смешанной технике можно декорировать не только шкатулки, ключницы, панно, а также кашпо, бутылки и другие предметы. Если вам понравилось и было полезным это видео, поддержите его лайком и напишите несколько слов для продвижения канала. Спасибо! Увидимся!